Ну что ж, всем привет, доброе утро. Значит, да, с утреца, конечно, маленько конденсат. Так, значит, сейчас я забью адрес, куда мне надо. Угу. А что такое? Почему не функционирует? Wi-Fi, что ли, этот ловит? Ага. Wi-Fi не работал, получается. Ну правильно, я уже от отеля-то отошел. Так. Значит, сегодня по плану, да? Сегодня план такой: попасть на остров в Северном море. Ну, как вы, наверное, уже заметили, называется Тексель. Подзаблокировали мне, ну мне негде было вчера встать. Пришлось занять автомобильную парковку. Так, ну паром, значит, мне надо будет попасть на паром, да, соответственно, паром ходит вроде как каждый час. Каждый час, да, но для меня это впервые вообще. Я впервые буду передвигаться на пароме. Я на паромах никогда не ездил. Не ездил. Не плавал тоже, наверное, да? Как говорят, говно плавает. Не ходил, в общем. Морской транспорт вроде как ходит. Да, везде тут ближе к городках, в городках вот в этих везде ограничения. И вот обратите внимание, какие знаки здесь маленькие, которые оповещают о том, какой здесь скоростной режим. Да, еду я ранним утром, но мне сегодня, потому что за сегодня мне надо много чего сделать. То есть, сам паром, получается, идет не так, не так много времени он плывет, да, он получается где-то 20 минут примерно. То есть, наверное, даже не успеешь толком ничего посмотреть, выйти там на палубу. Я так думаю, здесь до самого этого, до края материка-то здесь вообще ни о чем ехать. Потому что у меня в целом 39 километров, да, то есть весь путь протяженность 39 километров. В принципе, да, я сейчас на побережье Северного моря, по сути. Туда вот, я так понимаю, туда левее, вот, если проехать, то я к морю уже, подъеду. И вот я не знаю, то ли мне здесь заправиться, да, на материке еще, то ли там на острове. Там по-любому, конечно, есть заправки, но фиг его знает. Может, там дороже. Посмотрим, в общем.
Вот этот портовый городок. Такие корабли, короче. Прикольно. Парусники такие старинные прям. Ну, классно. Смотрится прикольно вообще. Получается, я, наверное, подъезжаю, но я не успел. Ну, то бишь 7:28, да, он в 7:30, по-моему, отъезжает. Мне, наверное, придется 1 час стоять здесь ждать. Непонятно, куда мне здесь паркануться. Могу ли я тут ехать? Где оплачивать? Надо сейчас смотреть. Так, в общем, кружанулся я тут, короче. Немного не туда, я так понял, заехал. Но получается, мне надо было в ту полосу, наверное, заехать, да. Ну, в общем, вот я приобрел билет. 11 евро, получается, для мотоцикла стоит. Ну и да, это сразу типа обратный билет. То есть там уже ничего не надо предъявлять, как я понял. И да, вот если видите, вот на табло видно, что уже уехал в 7:30. И я так понял, ну, следующий будет только через час. Ну, каждый час они ходят, в общем. Не знаю, когда там, ну, он, может быть, подъезжает и грузишься чуть пораньше, я не знаю. Но, в общем, суть в том, что я еще часок здесь буду тусить. Ну, ничего страшного. Нормально. Ну и в пути, да, там 20 минут, типа, до острова. Интересно, интересно. Я сначала не мог понять, куда мне тут ехать, потому что там писали, что вроде как для мотоциклов какой-то отдельный путь есть. Ну, посмотрим. Не знаю, там попробую в течение этих 20 минут, наверное, подняться там наверх, на эту, на палубу, что-то, может быть, там на море посмотреть. Ну вот я на пароме. Где здесь подняться наверх, на палубу? Интересно. Ага, вот она, лестница. Да, вообще, конечно, кайфово. Так, это не самый верх. Вот там даже кафешка есть, ресторанчик. Фу, ветрище, жесть. Ладно, пойду к мотоциклу, а то думаю, мало ли что, не успею там. Сейчас не успеешь очутиться, уже причаливает. Ну и добро пожаловать на остров Тексель в Северном море. Запах такой здесь, прям вот это вот соленый такой, море. Итак, что же здесь? Какая у меня первая точка получается? Первая точка будет у меня через 7 километров. Я даже не знаю, что это. Надо будет не забыть здесь заправиться. Первые впечатления, конечно, пока непонятно, остров это или не остров. Не чувствуется, что это остров. То есть я же, ну, не видишь границ этих. Но я на острове. Сразу говорю, здесь ветрено. Но оно и понятно. Все-таки это остров посреди моря. Ограничение здесь тоже 80 вот. То есть, ну, получается, я как бы
как бы типа, ну, на местной трассе, скажем так. Ну что ж, первая остановка такая вот рыбацкая гавань. Сейчас я попробую выйти. Ну, где стоят корабли. К морю, в общем. Вот, кстати, как раз таки я говорил о том, что я не мог попасть на вот эти вот мельницы ветряные, старинные. Вот она стоит. Да? Смотрите, какие. Да тут прикольно, да. Парусники такие стоят здоровые, вообще круто. Ну да, можно было бы, конечно, прогуляться здесь. Там он музей какой-то есть. Да, и тут такой морской воздух. Прикольно. Вот тут какая-то история небольшая. Ну, билеты, походу, тут какие-то прогулочные, наверное, даже катера есть или что-то вроде того. Кстати, вон там, я смотрю, люди, туристы, походу, можно походить по кораблям. Выглядит прикольно. Ну что ж, и следующая точка у меня получается столица. Ну или, не знаю, центр острова. Но она, наверное, считается формально как столица, да. Вот. Так вот, значит, традиционно, да, несколько интересных фактов о острове. Значит, Тексель, да, формально считается самым большим городом вообще здесь, ну, в стране, в Нидерландах. Но это, опять же, из-за границ, вот, именно вот по воде этого острова. Также это остров овец. Вот как вы можете видеть, да, вот там куча, вот поле, вот они, овцы, да, куча овец. И здесь даже выведена своя особая порода. Она так и называется, Тексель. И она как раз таки славится, ну, качественным мехом и мраморным мясом. Все из-за того, что пасутся, видите ли, они на вот этих солоноватых от морского бриза, да, лугах. Вот. Также на этом острове очень любят собирать всякие вот эти вот, ну, выброшенные из моря, да, то есть искатели всякие любят здесь. Здесь даже есть музей. Я не знаю, будет у меня, ну, получится мне, но я думаю, надо попробовать заглянуть, может быть, я сниму, да, там, что это за музей. Ну, то есть, по сути, как бы, это музей хлама. То есть, все, что выбрасывает, да, там, после кораблекрушения выбрасывало, там, не знаю, бутылочки с посланиями и так далее, вот это вот все, вот эти все находки, да, они, для них даже сделали музей. И вот в этом музее самое интересное собрано. Также здесь проходит ежегодно, по-моему, да, ежегодно, крупнейшая гонка катамаранов. Ну, то бишь, на парусниках, на катамаранах здесь огибают вот, на скорость полностью вот так, ну, по кругу остров. Зрелище, говорят, прикольное, да, но я не помню, когда она там проходит.
Но я не в это время я здесь оказался, да. Денбург. Да, вот он, Денбург. Получается, он как является здесь как столицей на острове. Надо бы мне тут, наверное, заехать, заправиться. И снова сейчас я заправлялся на заправке. Снова эта система, когда у тебя просто 200 евро типа изначально снимают. Ты заправляешься, а потом минут через 5-10 у тебя исчезает эта транзакция с 200 евро. Не знаю, пытаюсь заехать сейчас в центр этого городка. Стоит, не стоит вообще. Тропы здесь такие, ну, узенькие, улочки. Непривычно. Но что-то даже это, я бы не сказал, что это похоже на центр. Ну или здесь так выглядит центр. В общем, дальше поеду, наверное, на северную часть острова. Там гораздо вроде как интереснее. Ну вот и я возле моря, на побережье острова. Дороги, кстати, на острове вообще классные. Ну я на побережье Северного моря. Вот оно, море. Есть даже волна. Потом попозже я, наверное, подойду. Пытаюсь найти место из финальной сцены фильма «Достучаться до небес». Сейчас вот похожу, вроде как примерный ориентир у меня есть, не знаю. Вот я прямо у воды, не знаю, слышно меня, не слышно. Волны такие сильные шумят. Кстати, здесь на пляже, вот смотрите, куча ракушек. И медузы. Медузы лежат, медузы, водоросли и медузы. Вот, смотрите. Трогать я, конечно, не буду. Да? Куча медуз. Идешь, боишься наступить на них. Не знаю, сейчас я еще пройдусь здесь по пляжу в одну сторону и в другую. Все-таки я попытаюсь найти это место, где герои фильма, да, заходили на территорию пляжа. С ним как бы шли к пляжу. Поэтому не знаю, это с правой стороны будет или с левой стороны. Такой прям вот сейчас на улице по сути жара, но ветер с моря такой прям прохладный, такой прям офигенный и соленый, прям вот запах соленый. Но отлично освежает на самом деле. Фу, непроходимые пески, вообще тяжело по такому песку, прям зыбучий такой. Вот, кстати, обратите внимание, здесь внизу, ну как низинка такая перед линией моря, да, и все в кемпинге. Вот видно, нет? Я думаю, видно. Все в кемпингах, в палатках. То есть, ну, я так понимаю, люди здесь прям, ну, отпуск проводят. То есть, условно, они приезжают, наверное, на своем кемпинге. Там именно вот такой вот этот прицеп. Вон вагон, или как называется, не знаю. Ну, в общем, и тут они, походу, и, не знаю, весь отпуск проводят. То есть вот такие вот палатки, кемпинги, вот эти кемперы. Ну, вообще, у некоторых, знаете, как, даже как участок огорожено. То есть они там, не знаю, может, несколько недель живут, ночуют здесь. Так интересно, прикольно, типа как. Все, я пытаюсь найти это место, не знаю. Может, она и есть, может, я найти не могу, но сейчас попробую хотя бы похожее найти так. Ну, не знаю, мне кажется, вот это место похоже на то, что было в кинофильме.
Сейчас я кое-как залезу туда. Хотя вот я говорю, почему я не могу, ну, как мне кажется, я не могу найти именно то место. Потому что, ну, вроде как в фильме, если я правильно помню, там не было подъема. То есть они как бы, главные герои вроде как подъезжают, и у них просто идет, ну, практически прямой выход к морю. Да, тоже так же вот по песку, но без вот такого подъема, как я сейчас поднимаюсь вверх. Итак, сейчас начнет виднеться море. Фу, как же тяжело по этому песку ходить. Ужас. Ну, может, это и не прям то место, да? Но я точно побывал здесь. Не прям, может быть, по этой тропе прошел, хотя я даже не знаю. Я прошел вдоль пляжа и в ту сторону, и в эту сторону, ну, так и не знаю, так я и не нашел. Хотя там в описании, ну, как найти это место, пишут, что надо, типа, стартовать от моей следующей точки, куда я дальше поеду, да, то есть от маяка. Это самая северная точка острова, ну, самый край его. И вот, типа, оттуда идти. И, возможно, если, может, я там найду, я не знаю. Итак, извиняюсь, я маленечко соврал, да. В общем, следующая остановка у меня не маяк, а долина дюн. В общем, такая какая-то уникальная долина, которая затапливается периодически, да, и вот там, не знаю, как болото или не болото, не знаю, как это выглядит, но, в общем, должно быть и очень интересное зрелище, да, и вот только потом, да, будет у меня маяк. Так что посмотрим, что там за долина изначально, а потом к маяку. Да, самый забавный это факт про овец, я не сказал, забыл про него. Весной, да, когда вот идет, ну, сезон ягнят, популяция, да, увеличивается. Так вот, весной здесь овец всегда больше, чем жителей. То есть я точно не помню, какое число здесь жителей на острове. Ну, потом я, если что, на экране выведу при монтаже. Так вот, овец становится больше. Забавно. Такой своеобразный остров овец. Ну вот я на подъезде к этой. Такие тюки у них. Интересно, да? Наставлены друг на друге. Вот я подъезжаю к этой, получается, долине. Не знаю, что там будет. Но я так понимаю, какая-то типа смотровая или что-то вроде того. Вот если смотреть на карте, тут я уже... Что-то мне 500 метров осталось, да. Надеюсь, там... Ну, хотя вон, там, думаю, здесь можно где угодно паркануться. Вот я, наверное, здесь тоже парканусь, где эта машина. А дальше уже пройдусь пешком. Сейчас посмотрим, что тут за интересные дюны.
путь такой сюда, да. Это то ли облепиха, что ли, ну похоже на облепиху. Ну да, сейчас не сезон, естественно. Я что-то уже стал забывать, как выглядят кусты облепихи. Ну похожие на нее, ну да. Вот и эта затопляемая долина. Ну там интересно, там вон лошади гуляют по воде. Ну да, вообще огромная. Просто, да, тут типа... да, тут вот типа смотровая площадочка есть. Туда, наверное, можно тоже пройти. Ну, здоровая, большая какая. Вроде как уникальные растения какие-то здесь растут. И, наверное, в сезон, когда вот птицы там перелетные, здесь все, ну, куча. Сейчас там есть, да, вон немножечко птицы сидят, но в основном, наверное, чайки. Но в сезон, наверное, их тут куча. Ну, интересно, да, но она такая, как котлован какой-то. Типа, ну и, видимо, там есть какой-то, как типа, ну, откуда заливается вода с моря. То есть, ну, какая-то типа ручей, не ручей. Проходик, наверное, небольшой. Какой-то домик, интересно. Типа... кто-то живет. Или это, типа, туалета какого-то, не знаю. Там что-то написано на голландском, но я вообще без понятия. Я не знаю голландского, короче. Ну вот вид на нее, наверное, там с дрона или с чего, то есть с высоты. Вот как она вся полностью выглядит. Описание есть, карта большая, где как. Возможно, вот уникальный какой-то там, не знаю, вид птиц. Вот этот вот лепилар какой-то. И вот это вот растение какое-то интересное. Ну, в общем, наверное, этим выделяется эта долина. Ну что ж, ну а теперь точно в последнюю точку острова еду. К маяку. Навигатор показывает 7 километров до туда. Такая дорожка, конечно, с машиной, если две машины, ну да, тут можно, конечно, съехать на полянку. Не разъедешься, короче. Финальная точка, самый край острова. Посмотрим, как этот выглядит маяк. Большой он, небольшой. Прям интересно. Ветер сдует просто. Такой прям сейчас вот я вот так еду боковой. Когда я туда поеду, получается, мне в лицо будет дуть. Да, здоровый такой. Вот он уже виден. Помаленьку начинается виднеться. Ну, мне, да, в принципе, 750 метров осталось. А может, это и здесь было, кстати. Недалеко от маяка вот это место. Вот тут как будто больше похоже. Вот я нахожусь непосредственно возле маяка. Сейчас попробую подняться на него. Но тут надо дождаться, чтобы кто-то спустился. В общем, сейчас побуду смотрителем маяка. Вот такая вот крутая лестница. Ну вот я на самой вершине. Да, тут клеткой, конечно, огорожена.
Вот так вот. Макушка маяка. Это вот на остров вид. И здесь море. Вот, кстати, и комната смотрителя. Вот так вот она выглядит. Ну тут уже современно все. Не знаю, слышно, нет. Ну, идут переговоры там, не знаю, судна каких-то. Может, это для примера включено. Карты тут какие-то лежат. Ну, прикольно такое место. Ну, тут работать, типа, если... Ну, тут, кстати, пока по пути идешь, всякие разные экспонаты выставлены. Вот здесь, например, вот так вот выглядели лампы. Это я не знаю, что такое. Вот это вот были лампы на самом маяке. А, здесь можно, кстати, послушать, как ветер. 6. Ну, 6. Нормально. 2. Прикольно. Вот так выглядит сам маяк. Ну, я не знаю, может быть, я, наверное, сейчас на обратном пути, думаю, еще заеду все-таки в этот музей всяких находок вот этих. Ну, ради интереса, разнообразия, скажем так, напоследок. Решил я, значит, еще заехать на... Ой, говорю. Ну да, на острове, в общем. Решил я еще заехать в музей вот этих всяких собирателей, искателей. Ну, в общем, этот остров, я не знаю, говорил я уже, не говорил, славится тем, что здесь много вот этих вот любителей поисков сокровищ, там, искания чего-то, коллекционирования там, наверное. Вот. И здесь, на острове, есть целый музей этому посвященный. Ну, то есть люди, да, там столетиями, наверное, скорее всего, просто-напросто ходили, да, там по пляжу и собирали все, что... Вот, ходили, в общем, и собирали все, что выбрасывает море, там, да, какие-то, может, бутылочки с посланием, не знаю, что там, ну, какие-то после кораблекрушения, да, какие-то вещи, может быть, выброшены. Ну, по сути, да, конечно, это музей хлама, я так понимаю. Но все равно интересно посмотреть. О, что это за стая чаек? Что там, еды им, что ли, кинули? А, точно, смотрите. Фига, слетелось. Да, тут, кстати, вот они чисто для велосипедистов. И я заметил, что там на скутерах тоже по этой же тропинке ездят. То есть это для велосипедистов и для скутеристов. Отдельная просто дорожка. И вот так вот весь город пронизан такими дорожками. Я думаю, прикольно вот так вот чисто на велике, да, весь весь остров вот так вот исколесить. И, например, если ты вот, не знаю, здесь в отеле где-то заселился на неделю, например, не знаю, отдыхать. И можно весь остров реально на велике, прикольно вот так вот объехать. Ну что ж, я въезжаю на территорию этого музея. Тут уже вон куча всяких ржавых лодок. Буи, это я не знаю. Ну что, я на территории.
Papa, kom maar. Ik heb er 7. Ik heb 8. Mama. Ну, это походу при крушении какого-нибудь самолета выкинуло всякие поплавки, я так понял, от сетей каких-нибудь рыбацких. Вот такие лодки с якорями, гарпунами. Вот это вот что, типа бомба. Какой-то батискаф или что это? О, 6,5 тонн, 9,35 метра, почти на 100 персон, почти на 100 человек вот это вот. Да ну, ё-моё. Да, можно залезть, конечно, но что-то не хочу. Ну да, если вот смотреть по ремням пристегиваться, да, реально до хрена влезет. Ну почти сотка, ё-моё, там действительно как это, ну, как выражение, килька в банке. Это реально какие-то, не знаю, движки или что это. Ну, больше похоже на движок. Он настолько заржавел, конечно. Вот этот более знакомый для меня двигатель. Ну да, в буквальном смысле музей хлама. Вот как бы странно это не звучало. Вон еще какой-то тоже типа батискаф, но только видно, знаешь, с поменьшим размером. Что мне в ту сторону неохота идти, там что-то ничего такого интересного нету. Ну вот уже у этого написано 20 для 21 человека. Ну тут как-то, ну, хотя тоже 21 человек, типа вот сюда, вот в это вот. Возможно. Ну да, ну он прям действительно, он гораздо меньше. Вот для сравнения вот этот, да, вот он где-то, да, и вот тот, который почти на сотку. Интересные тут инсталляции из касок. Таких, ну, не знаю, рабочих, в общем. И вот это вот. Просто это куча ботинок, которые, видимо, выбрасывала на берег. И люди просто, ну, находили, да, и вот здесь складировали. Прикольно. В этом помещении вся история, наверное, острова. Здесь много всяких фотографий старинных. 1960 год. Такой типа Philips автоматик. Интересно. Это уже вот тут более современное русло. Техника такая какая-то интересная. Жесть, такой гусеничный, конечно, трактор. Здесь можно посидеть, наверное, посмотреть фильм какой-то.
Опять же, наверное, о острове. То есть о том, как здесь обживались люди, наверное. О, даже это типа от мамонта что-то. Какие-то кости. Вот это, возможно, зуб. Или вот это зубы, наверное, мамонта. Прикольно. Ну, а здесь такое больше как бы развлекалось. Вон на качели качаются люди. Это для детей в основном. Чтобы что-то чем-то занять. И вон тоже Франциско. Тоже батискаф какой-то здоровый. Ну или не батискаф, я не знаю, может я неправильно их называю. Вон там тоже, вон, кстати, вдали стоит. Вон он. Я так понимаю, это ну, не для погружения, наверное, все-таки не батискаф, наверное, или что, я не знаю. А может и для погружения. Ну да, я думаю, все-таки для погружения. Тут все так это загерметизировано, как мне кажется. Ну такое, там хотя бы, здесь вообще пустовато, там хотя бы типа, ну ремни, там как люди пристегивались, все такое. О, это интересно. Типа, если хочешь на мостике капитана побыть, чисто поуправлять. Крен на левый борт. Ну ничего тогда. Ну, забавно, например, интересно посмотреть, да. Если вот никогда не видел, да, такого вблизи, например. Вот это вот интересно, кстати. Это получается, наверное, это типа наподобие. Вот, да не наподобие, это точно тот паром, на котором я приплыл. Это походу, ну да, инсталляция мостика капитанского. Вот так вот люди сидят там, управляют. Форма выглядит вот так вот. Сигаретки тут якобы они покуривают. Ну, чисто вдвоем. Ни в одного это происходит. Такие ручки типа манипуляторы вот здесь. Здесь у них какие-то мониторы. И вот по сути как он выглядит. Этот паром. Да, это паром, на котором я сюда приплыл, на этот остров. Здесь видно было, что-то можно было покрутить, но не работает. А может и работает, не знаю. История, вот она егошняя. Ну да, вот так вот он выглядел в самом начале, 1908 по 1934. Дальше, дальше, дальше. Его сейчас современный. С 2016 года, получается, он не менялся. Интересно. Даже не думал, что здесь будет макет типа капитанской вот этой вот. Капитанского мостика, рубки, я не знаю, как правильно, я не моряк. Обзор там у нее, ну это, я думаю, сделано один в один, как она и на самом деле выглядит. Классно. Ну что
Что ж, а на этом, я думаю, все на сегодня. День у меня выдался такой, может, он не такой длинный, как вчера, да, но я немного подзапарился что-то. Тут по острову поэтому ездить туда-сюда. Ну, вообще, конечно, прикольно все. Этот музей тоже необычно интересный. Ну, то есть он как бы своеобразно, да. А, кстати, забыл там подснять. Там вот эти тропинки в этом, ну, где ты ходишь среди всяких вот этих вот экспонатов, скажем так. Они не из гравия, хотя по ощущениям, когда ты идешь как будто по гравию, да, а они из мелкой ракушки, то есть маленькие ракушки там. Ну, дальше мне все равно предстоит дальний путь домой. Ничего интересного, естественно, обратный путь снимать смысла нету. Ну, а я надеюсь, вам понравилось это видео. Так что ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на канал. Ну и увидимся в следующем видео. Всем пока-пока.